Глава 6. Смутный напев. «Вставай! Вставай!» Доносившийся снаружи громкий крик пробудил Хань Ли ото сна. Он широко открыл глаза и стал озираться, пытаясь понять, что происходит. Напуганный этим криком, он свернулся в клубок. Затем, немного успокоившись, он понял, что голос принадлежал второму мальчику, ставшему секретным учеником Чжан Таю. «Быстро поешь, а как закончишь, пойдем к старшему Мо». Чжан Тай передал 2 дымящихся горячих булочки Хань Ли. «Где ты достал еду?» — спросил Хань Ли, принимая горячие булочки. «В долине недалеко от нас есть кухня. Я увидел, что кто-то там ел. Заметив меня, человек поделился со мной. Поев, я вспомнил, что ты тоже не поел, поэтому я решил принести тебе чего-нибудь», — улыбнувшись, честно ответил Чжан Тай. «Спасибо, старший брат Чжан», — сердечно поблагодарил Хань Ли. Отметив про себя, что Чжан Тай был старше и внимательнее, он решил звать его старший брат Чжан. «Нет проблем. Дома я сильно любил других детей. Поэтому как я мог тебя проигнорировать? Мне не хотелось тебя будить. После пробуждения я чувствовал себя ужасно, поэтому я решил дать поспать тебе подольше». Говоря это, Чжан Тай, казалось, сильно смутился и произнес эти слова, слегка заикаясь. Хань Ли пропустил завтрак и обед, и поэтому был очень голоден. За 3-5 укусов первая булочка оказалась в животе Ли. Вскоре за ней последовала и вторая. «Утро давно прошло, мы должны явиться к старшему Мо». Смачно рыгнув, Хань Ли посмотрел в окно. Он заметил, что солнце, скорее всего, клонилось к закату. Придя к пониманию, сколько времени прошло, он решил, что будет лучше отправиться к доктору Мо. Чжан Тай не возражал, и поэтому отправился следом за Хань Ли к комнате доктора Мо. Они спокойно вошли внутрь. В комнате доктора Мо все стены были усеяны полками, полными книг. «Старший Мо! Старший Мо!» Доктор Мо сидел на большом подобном трону стуле в дальней части комнаты и читал книгу, которая, очевидно, его сильно заинтересовала. Он был так погружен в чтение, что не заметил, как дети вошли и громко поприветствовали его. В конце концов, Хань Ли был еще ребенком, и, видя, что на него не обращают внимания, был немного в замешательстве. Не зная, что делать, он просто стоял и ждал. Через некоторое время доктор Мо медленно положил книгу на стол и спокойно взглянул на детей. Он поднял чашку чая и, сделав глоток, заговорил. «Вы двое в течение следующих нескольких дней будете моими учениками. Я обучу вас основам медицины и сбора трав. Возможно, я даже научу вас некоторым методикам лечения. Правда, пока неизвестно, буду ли я обучать вас боевым искусствам», — сказал доктор Мо, сделав другой глоток чая. «У меня есть напев, который поможет вам усилить и развить ваши способности. Я покажу его вам. Однако я не позволю вам его использовать, чтобы получить незаслуженное преимущество перед вашими противниками. Вам можно использовать его, только чтобы укрепить и улучшить ваше тело. Что же до боевых искусств, даже если вы обучитесь им, то маловероятно, что у вас будет возможность применить их где-либо. Спустя 6 месяцев я проверю ваш уровень умений, и если я буду не удовлетворен, то вы будете понижены до внешних адептов. Вы поняли меня?» Тон доктора внезапно стал серьезным и, казалось, идеально подходил к такой речи. Хань Ли и Чжан Тай одновременно ответили: «Ясно. Теперь идите и возвращайтесь завтра утром». Доктор указал на дверь. Затем взял свою книгу в руки и продолжил читать. Хань Ли вышел первым. Он никогда не учился читать, и единственное, что он понял, было то, что название книги состояло из 3 слов. Жаль, что он не мог прочитать их, ведь книги содержат ценные знания. Выйдя из комнаты доктора, Хань Ли расслабился и вздохнул с облегчением. Тяжелая атмосфера, царившая в комнате, настолько его напугала, что не смел даже вздохнуть. Сейчас Хань Ли распирала от счастья, ведь его можно было считать истинным членом секты 7 тайн.
Хотя он был только адептом, что ему разрешили остаться в отличие от других детей, проваливших испытание. Даже если через полгода он не сможет пройти испытание, он все еще может остаться адептом внешней секты, как и его дядя. Видя, каким влиянием и статусом обладает его дядя, Хань Ли желал побыстрее достичь того же уровня и поскорее вернуться домой к родителям и любимой младшей сестре. На следующее утро доктор Мо учил их медицине. Днем они пошли в его библиотеку и интенсивно учились читать и писать. Они узнали о важности 8 меридианов, акупунктурных точек и получили базовые военные знания. Позже они практиковались в кибадате и выполняли различные задания. После месяца совместных тренировок Хань Ли и Чжан Тая разделили. Это было связано с тем, что доктор Мо начал обучать их напеву, и большая часть времени с тех пор у них уходила на практику. Кроме того, доктор очень беспокоился о сохранности своей тайны. Он неоднократно предупреждал их, что, если они расскажут кому-то еще, то он немедленно выгонит их. В то же время от доктора Мо Хань Ли многое узнал о секте Семи Тайн. Старшие поколения, обучившиеся техникам Семи Пустот, являлись великими мастерами секты. Было 3 вице-мастера, а секта была поделена на внутреннюю и внешнюю. Большинство членов состояло во внешней секте. У внешней секты также было много залов, таких как зал летающей птицы, зал сокровищ, зал 4 морей и зал иностранного клинка. В них располагались 4 главных отряда внешней секты. У внутренней секты были отряды зала сотни тренировок, зала 7 пустот, зала веры и зала кровопролития. К последнему принадлежат мастер секты, вице-мастера и некоторые старшие. Доктор Мо не был первоначально учеником секты Семи Тайн. Много лет назад великий лидер секты путешествовал и подвергся внезапному нападению. Во время вражеского набега его тяжело ранили, и никто не мог помочь ему. К счастью, находясь между жизнью и смертью, он встретил тогда доктора Мо, который с легкостью вылечил рану лидера и тем самым спас его жизнь. Великий лидер секты был очень благодарен доктору Мо, и позже он узнал, что мало того, что доктор был сведущ в медицине и исцелении, но также был мастером боевых искусств. Лидер пригласил доктора присоединиться к секте и выделил ему целую долину. Таким образом, доктор Мо обосновался здесь и стал частью зала веры. По сей день доктор Мо оставался в секте Семи Тайн. Хотя ученики никогда не видели его приемов своими глазами, они знали, что он был мастером. Не считая того, что своими познаниями в медицине он спас жизни многих внутренних учеников. Несмотря на то, что он был безэмоциональным и сдержанным, он пользовался большим уважением среди учеников. Глава 7. Проблемы культивирования. Хань Ли медленно перемещал энергию от своих меридианов к месту сосредоточения его внутренней ци. Это был 7-й круг обращения ци, и Хань Ли понимал, что его тело уже достигло пика своей формы. Если он попытается сделать еще один цикл, то его меридианы разорвет, заставляя его испытывать такую боль, от которой хотелось умереть. В тот момент, когда он подумал о боли, его тело покрылось холодным потом. Прошло 3 месяца с тех пор, как Хань Ли присоединился к секте, и оставалось всего 3 месяца до его испытания. Число секретных учеников, которые смогли официально стать частью внутренней секты, было очень небольшим. Большинству тайных учеников не удавалось пройти из-за того, что они соответствовали требованиям, и у них не было другого выбора, кроме как стать адептами внешней секты. Дети, которые не прошли, обычно становились адептами зала сокровищ или зала летающей птицы. Поскольку до этого они проявили свои способности, им предоставлялась возможность позже присоединиться к залу иностранного клинка. Конечно, среди этих залов большим уважением пользовался зал 4 морей, но, к сожалению, присоединиться к нему могли только те, кто проявил себя в боевых искусствах. Если ты не смог победить других своими силами, то о вступлении бессмысленно было даже мечтать. Хань Ли помнил испытание 2-месячной давности и не мог не бояться. В нескольких дюжинах миль от горы Красного Облака была другая пустынная гора, на которой боролась группа людей.
Был ряд старших учеников, которые выделились на поприще боевых искусств, а они то и сцепились в схватке. С каждым тестом Хань Ли чувствовал немного радости в боли других. Хань Ли и Чжан Тай никогда ранее не подвергались такому ужасному испытанию. Старший Мо сказал, что его проверка будет состоять в применении его напева в культивировании, но Хань Ли даже и не думал, что все будет так просто. Даже сейчас Хань Ли мог вспомнить титанические усилия, которые он прилагал во время культивирования. По словам старшего Мо, этот таинственный напев был лишь первой частью из множества, а Хань Ли и Чжан Тай были только на первой стадии культивирования. Можно было сказать, что они оба очень преуспели в этой первой стадии. Если они смогут выдержать проверку старшего Мо, то они смогли бы стать его личными учениками или заработать статус, равный статусу других учеников внутренней секты Семи Тайн. Стоит упомянуть, что Хань Ли также узнал, что отношение к внутренним и внешним ученикам также отличается, а оно наглядно показывало разницу между этими группами. Тогда он осознал, насколько неосведомленным он был, и выбросил все мысли о том, чтобы стать учеником внешней секты. В то время он был очень доволен тем, что стал частью секты Семи Тайн, чтобы получить немного серебра, с которым он смог бы вернуться домой. Все остальное казалось неважным, ведь на тот момент его главной целью было помочь своей семье, которая жила в бедности. Единственное, чем были заняты его мысли, так это возможность забрать домой эти деньги, ведь только так он мог обеспечить семье что-то вроде лучшей жизни. Изучив напев у старшего Мо, Хань Ли неоднократно покидал дом. День и ночь он продолжал его практиковать и провел все свободное время, занимаясь этим. Поскольку старший Мо не дал им наставлений о том, как культивировать, Хань Ли мог только строить теории самостоятельно. Поговорив с другими детьми, он выяснил, что они использовали положительную энергию Ян, используя методику самокультивирования. Полагаясь на эту методику, он провел 3 месяца, культивируя, и был очень потрясен, заметив, что рост был чрезвычайно медленным. Он приложил столько усилий, и все, что он получил в итоге, была тонкая нить энергии в его теле. Энергии было настолько мало, что он едва мог почувствовать ее присутствие. Могло ли это быть истинная ци, культивировать которую учила внутренняя секта? Хань Ли пришел именно к такой мысли. Но другие, кто культивировал положительную энергию Ян, говорили, что энергия в их телах ощущается как единый теплый поток. Сравнивая результаты, было очевидно, как далеко позади был Хань Ли. Дети, которые использовали истинную ци, полученную из положительной энергии Янга, могли оставить в стволе дерева дыру размером с кулак. Они могли даже прыгнуть на 3 метра в воздух. Однако, несмотря на свою странную истинную ци, он не чувствовал практически никаких изменений в своем физическом состоянии. Единственное отличие было в том, что он был более энергичным, а также его аппетит увеличился по сравнению с тем, каким он был, когда Ли прибыл на гору. Но какая в этом была польза? Глядя на других детей на горах, он чувствовал себя удрученным. Понимая, что успехи были незначительны, Хань Ли почти разочаровался в нескольких месяцах тяжелой работы. Он думал, что с такой разницей между ним и остальными у него не было никаких шансов пройти тест старшего Мо. Вместо этого лучше было в оставшееся время начать планировать поездку домой. Однажды Хань Ли случайно увидел, как культивировал Чжан Тай, и кое-что заметил. С того времени, как Чжан Тай начал культивировать, используя этот напев, в его теле не наблюдалось вообще никаких изменений. В его теле не было даже небольшого количества истинной ци, как это было в теле Хань Ли. С пониманием, что он все же чего-то достиг, Хань Ли вернул себе уверенность, которую ранее потерял. В оставшееся время он приложил максимум усилий, занимаясь культивацией. Нет, он начал работать еще усерднее, еще более безумно. Хань Ли стал использовать каждую свободную секунду, медитируя и культивируя. Даже во время сна он поддерживал такое положение, чтобы культивировать, надеясь получить хотя бы минимальные изменения. Конечно, такой метод обучения не мог длиться дольше нескольких дней. Причиной тому было отсутствие сна, которое не позволяло поддерживать на высоком уровне его дневное культивирование.
Ли очень озадачил тот факт, что старший Мо больше не контактировал с ними после того, как обучил их этому напеву. Он проигнорировал их вопросы о культивировании, будто даже не замечал их существования. Каждый день старший Мо приносил книгу с 3 словами на обложке, чтобы учиться, уставившись в нее, как если бы в ней была картина красавицы или книга была сделана из чистого золота. С того времени Хань Ли и Чжан Тай не воспринимали его как старшего, который будет их учить, а вместо этого он был тем, кто усердно учился, чтобы сдать имперский экзамен, и на них у него не было времени. Научившись читать, они узнали, что книга называлась «Священное писание долголетия». Эта книга была о том, как культивировать, чтобы продлить собственную жизнь. В тот момент дети поняли, что старший Мо не пытался сдать имперский экзамен, он пытался прожить 1000 лет, подобно речной черепахе. Глава 8. Стать учеником. Спустя полгода чрезмерного культивирования, наконец, настало время для теста доктора Мо. По сравнению с Хань Ли, Чжан Тай был безнадежен. Он даже сказал лишь, что за последние полгода он не завершил и 10-ю часть напева. Хань Ли знал, что Чжан Тай не добился успеха в культивировании с этим напевом. Хотя он и сам не мог сравниться с другими, его усердная работа не пропала впустую. Он выработал привычку работать и был очень усерден. Но было странно, что напев не оказал никакого эффекта на Чжан Тая. Независимо от того, сколько усилий тот прилагал, эффекта не было. Было похоже, что у Чжан Тая не было никакого шанса. Разум Хань Ли был в беспорядке, и он не мог мыслить ясно. Он знал, что Чжан Таю было около 10 лет, но он не сможет пройти тест. По крайней мере, у Хань Ли была хоть какая-то сила, малая, но все же была. Что будет с Чжан Таем, у которого ее не было? Куда он пойдет, силы, которые приложил Хань Ли к культивированию, принесли некоторые плоды, в его теле текла некая энергия. Если раньше ее количество можно было сравнить с волосом, то теперь она больше походила на пряжу. Но наверняка такое ее количество не позволит ему пройти тест доктора Мо. Поэтому в сердце он был очень смущен и взволнован. Приготовьтесь. Я посмотрю на плоды вашего культивирования. Доктор Мо сузил глаза и холодно посмотрел на детей. Мы готовы, подготовившись, ответили Хань Ли и Чжан Тай. Доктор Мо медленно вставал со своего стула и еще раз взглянул на книгу прежде, чем положить ее на стол. Вытяните руки. Я оценю ваши усилия. Доктор Мо взял руку Чжан Тая и проверил его пульс. Затем положил руку на место сосредоточения его жизненной энергии. Он держал Чжан Тая в течение времени, достаточного, чтобы выпить чашку чая. Позже он отступил, чтобы безэмоционально оценить Чжан Тая. Лицо Чжан Тая было красным, а руки нервно тряслись. Когда они были отпущены, он быстро поместил их за спину. Он не смел даже взглянуть на доктора Мо. Он был уверен, что доктор узнал, что его усилия были безрезультатны. На лице его был покорный взгляд. «Ты следующий». Они удивились. Доктор Мо не ругал Чжан Тая, а только выказал немного разочарования. Он повернулся к Хань Ли. Доктор Мо проделал то же самое с Хань Ли и проверил пульс его правой руки. Превосходно. Холодная, очень холодная, это никак не походит на руку живого человека, сказал доктор Мо взволнованно. Руки доктора были сухими и покрытыми костными мозолями. Костные мозоли, ткнувшиеся в руку Хань Ли, немного его укололи. Как только Хань Ли почувствовал боль от захвата доктора Мо, он почувствовал еще кое-что. От внешней стимуляции энергия в теле Хань Ли начала перемещаться. Она двинулась от 8 его меридианов к его акупунктурным точкам, от центра сосредоточения его жизненной энергии к его голове и к 4 конечностям. Это все произошло со скоростью молнии, и энергия быстро вернулась в центр. На мгновение кожа Хань Ли выглядела немного странно, но затем все пришло в норму. «Го!» — удивленно воскликнул доктор Мо. Очевидно, он почувствовал энергию Хань Ли. «Быстрее, прочитай напев еще раз», — сказал он.
Доктор пытался скрыть свои эмоции, но он просто светился от радости. В глазах его был почти фанатичный взгляд. Все это ошеломило Хань Ли. «Делай это медленно, чтобы я мог посмотреть», — добавил доктор Мо. Обычно у него была холодная интонация, но на этот раз он говорил с волнением. Наконец он поместил руку на жизненный центр Хань Ли. Хань Ли чувствовал обе руки доктора Мо и немного дрожал. Очевидно, это было срочно. Таким образом, Хань Ли еще раз распределил энергию по своему телу. Неплохо. Неплохо. Это то, чего я хотел. То самое чувство. Я не могу ошибаться. Это никоим образом не может быть ошибкой. Ха-ха, проконтролировав действия Хань Ли, доктор рассмеялся вслух. Затем схватил Ли за плечи и уставился на него. Он смотрел на него как на редкое сокровище, а взгляд был почти фанатичным. В ушах Хань Ли звенел смех доктора, а плечи болели от его захвата. Он посмотрел на доктора и, увидев бурю эмоций, исходивших от него, немного испугался. «Хорошо. Очень хорошо», — сказал доктор Мо, изучая лицо Хань Ли. Он заметил страх в глазах Ли. Внезапно поняв его чувства, он немедленно прекратил смеяться. «Ты должен продолжить и дальше культивировать таким же методом. Теперь ты можешь стать моим учеником». Он выпустил плечи Хань Ли и хлопнул его по спине в знак поощрения. К доктору Мо вернулось его былое спокойствие, будто бы предыдущего взрыва эмоций никогда и не было. Единственное, что напоминало о его прежних эмоциях, это взволнованный взгляд, которым он смотрел на Хань Ли. Разглядев талант Хань Ли, он стал очень энергичным. «Что касается тебя». Доктор Мо посмотрел на Чжан Тая. До этого момента Чжан Тай не понимал, что происходит. Когда доктор перевел разговор на него, он вновь стал внимательно прислушиваться. Обдумав сложившуюся ситуацию, Чжан Тай понял, что перед ним суровая реальность. Поэтому он жалостливо смотрел на доктора Мо. «Для тебя стать моим учеником будет практически невозможно. С твоим талантом, даже если ты будешь долгое время культивировать, то у тебя появится всего лишь капля энергии. Тебе будет очень тяжело быть моим учеником», — покачал головой доктор Мо. Услышав, что сказал доктор, Чжан Тай мог только смириться со своей судьбой. Но было такое чувство, будто у доктора появилась идея, и он пристально посмотрел на Чжан Тая. «Осмотрев тебя, я понял, что у тебя что-то не так с костями. У меня есть другой метод, который подойдет тебе. Последуешь ли ты за мной?» — спросил доктор. Это заявление полностью изменило все предыдущие чувства. Услышав это предложение, Чжан Тай немедленно согласился. «Хорошо. Очень хорошо. На сегодня все. Завтра я буду учить вас новой технике». Поскольку настроение доктора сейчас приподнято, он снова повторил «хорошо». «Очень хорошо». Хань Ли и Чжан Тай быстро переглянулись. Оба они думали о том, что сегодняшний тест был полон неожиданностей. Позже они поговорили, и оба были очень благодарны, что так все произошло. Глава 9. Стиль бронированного слона. Вспоминая то время, Хань Ли не мог сдержать улыбку. Те полгода, что Хань Ли провел вместе с Чжан Таем, очень сдружили их. Хань Ли медленно встал из положения, скрестив ноги, и растер свои голени. После долгой медитации его ноги одеревенели, а некоторые кровотоки были забиты. После недолгого массирования ноги пришли в норму. Вставая, Хань Ли по привычке отряхнулся, прежде чем открыть двери и выйти из комнаты. Оглянувшись, чтобы взглянуть на комнату для культивирования, Хань Ли про себя рассмеялся. Комната была полностью построена из гранита, а двери были сделаны из гигантского куска известняка. Если бы кто-то захотел ворваться в комнату, то ему понадобилось минимум 3 часа работы огромным топором. К такому типу комнаты культивирования, кроме мастеров секты и лидеров зала, не могли получить свободный доступ даже ученики из зала 7 пустот.
Эта комната предназначалась для глубоких методов культивирования, которые проводились в тайне и абсолютной изоляции. Он не знал, что сделал старший Мо, но секта, так или иначе, предоставила ему личную комнату, встроенную в утес долины Руки Бога. После того, как комната была построена, старший Мо предоставил ее для единоличного использования Ханьли. После этого решения, единственное, что мог сделать Ханьли, так это смириться с фаворитизмом доктора. Старший Мо очень хорошо относился к своему ученику. С тех пор, как Ханьли стал его официальным учеником, доктор Мо, используя личный запас целебных трав, приготовил для него неизвестный медицинский настой. Хотя Ханьли не знал, что за травы использовал доктор, но, видя, что, используя некоторые травы, на лице Мо появлялась тень протеста. Даже для Ли было очевидно, что эти травы были чрезвычайно ценны. Однако эти привилегии были очень полезны, поскольку скорость его культивирования увеличилась в несколько раз. Безымянный напев, не так давно данный ему, не шел ни в какое сравнение. Во время его последних тренировок с тем напевом его меридианы время от времени разрывало, и он получал от повреждения некоторых внутренних органов. Но благодаря лечению старшего Мо, раненые меридианы быстро восстановились, а с теми травами он не получил никаких неизлечимых травм. После того, как Ханьли был ранен, старший Мо был очень напряжен все время, присматривая за ним. Только когда выяснилось, какие повреждения он получил, старший вздохнул с облегчением. Такое отношение доктора Мо к Ханьли далеко выходило за рамки отношений учитель-ученик, заставляя Ли немного беспокоиться. И если бы не присутствие третьего дяди, тогда Ханьли бы верил, что старший Мо был его потерянным дальним родственником, судя по заботе, которую тот проявлял. Выйдя из комнаты, Ханьли потянулся и побежал прочь. После того, как Ханьли и Чжан Тай переехали в свои собственные комнаты. Проходя мимо комнаты Чжан Тай, Ханьли заглянул туда. Как оказалось, Чжан Тая там не было. Скорее всего, он культивировал у водопада Кровавого водного пика. Доктор Мо приказал Ханьли продолжать использовать напев, не обучая его никаким иным боевым искусствам. Однако, возможно, чтобы порадовать его, старший Мо проинструктировал Ханьли в искусстве самолечения. Каждый раз, когда у Ханьли возникал вопрос, касающийся медицины, Мо отвечал сразу же и даже разрешил Ханьли посмотреть некоторые книги в его библиотеке на данную тему. Чжан Таю он также показал ту методику, которую обещал. Боевые искусства, которые практиковал Чжан Те, были странными. По словам старшего Мо, это был редкий метод, звавшийся стиль бронированного слона, о котором знало очень мало мастеров боевых искусств. Даже о названии знали немногие, не говоря уже о приемах. Боевые искусства, практикуемые обычными мастерами, немного отличались. Обычно сложность в этапах культивирования увеличивалась от легкого к сложному. Чем выше уровень, тем больше усилий нужно, чтобы перейти на следующий. Данный стиль боевых искусств был разделен на 9 уровней с первыми 3, на которых было чрезвычайно просто культивировать. Начиная с 4-го, сложность возрастала до чудовищного уровня. Многие мастера единоборств были не в состоянии преодолеть эти трудности и так и остались на том уровне. 5-й и 6-й уровни содержали во много раз большие трудности, чем предыдущие слои. Те же, кто преодолели уровень 6, обнаружат, что культивирование на 7-м уровне намного легче. Однако те, кто преодолели 7-й уровень, начнут ежемесячно испытывать приступы невыносимой боли. Это пугало многих мастеров, желавших достичь высот боевых искусств. И в результате данный стиль вымирал. Этот стиль боевых искусств был очень странным. Когда исповедующий его достигает достаточно высокого уровня, его сила действительно поражала. Говорили, что у тех, кто достиг 9-го уровня, тела были такие же крепкие, как драгоценные камни. Они были невосприимчивы ко всему, ни вода, ни огонь не могли коснуться их. Ладони, кулаки и даже легендарные мечи не могли навредить им. Но то, что заставляло других людей завидовать им, была их огромная слоновья сила. После достижения достаточно высокого уровня их сила была безгранична.
Они были способны поймать живого волка, разорвать тигра голыми руками, а также на другие беспрецедентные подвиги. Те, кто слышал об этом стиле, одновременно и боялись, и обожали его. Хотя были и выдающиеся мастера этого стиля. Его создатель достиг 9-го уровня и был лучшим. Легенды говорили, что он родился со способностью не чувствовать боль, и таким образом легко освоил этот стиль в высшей степени. Хотя старший Мо объяснил Чжантаю все преимущества и недостатки этого стиля, но того не беспокоил вред, который мог быть причинен его телу. Единственное, чего он хотел, это стиль бронированного слона, и обещал сразу же начать тренироваться. Даже не думая о других стилях, которые могли ему подходить, Чжантай уже за 2 месяца достиг пика 1-го уровня. Чтобы прорваться через 1-й уровень стиля бронированного слона, старший Мо предложил, чтобы Чжантай каждый день культивировал под падающими водами водопада Кровавого водного пика. Естественно, этот метод имел благоприятный эффект. Грань между пиком 1-го и 2-м уровнями была тонкая, и, продолжая усердно работать, он, конечно, достигнет его. Глава 10. Загадочная бутылка. Хань Ли медленно двинулся по горной тропе, прочь из долины Руки Бога. Выйдя из долины, он по привычке посмотрел на кровавый водный пик и продолжил идти. На данный момент у него не было какой-либо большой ежедневной работы, поэтому он мог навещать Чжантая в одно и то же время каждый день. Подумав, какие напряженные должно быть тренировки были у Чжантая, Хань Ли сморщился от боли. Этот стиль бронированного слона был действительно чем-то, что большинство людей не смогли бы вынести, потому что культивирование даже на 1-м уровне было очень болезненным. Обучение на более высоких уровнях было еще более трудным, так как нужно быть готовым получить серьезные повреждения, чтобы продвинуться. Интересно, сожалеет ли Чжантай о своем решении? Этот стиль бронированного слона действительно жестокий и намного превосходит то, что может вынести ребенок, размышлял Хань Ли, небрежно следуя по дороге. Он начал рассеянно пинать листья и ветви деревьев, упавшие на землю. Можно подождать несколько дней, тогда мы оба сможем пойти к доктору Мо и попросить его изменить стиль, который будет изучать Чжантай, чтобы спасти его от боли стиля бронированного слона. Хань Ли намеревался обеспечить, что его друг будет счастлив, и решил действовать. Хань Ли пристально посмотрел на деревья, выстроившиеся по обе стороны дороги. В это время года ветви деревьев были голые. Идя по дороге, покрытой слоем мертвых листьев и ветвей, Хань Ли чувствовал себя неловко от мягкого чувства под ногами. Он был близок к вершине горы, когда услышал звук брецающего оружия, а также громкий несчастный крик. Услышав эти звуки, Хань Ли вновь посмотрел на вершину горы, и его прежде хорошее настроение стало меняться к худшему. Оказалось, что это были адепты зала сотни тренировок, они показывали новым ученикам, как использовать оружие, а также спарринговались. Каждый раз, когда Хань Ли видел нового ученика с клинком или копьем в руках, он чувствовал небольшую заинтересованность. Он действительно хотел владеть клинком или копьем. К сожалению, он не мог оценить ценность этих тренировок, поскольку доктор Мо запрещал ему практику с любым оружием. Ему также запретили изучать другие боевые искусства, потому что это будет препятствовать успеху с безымянным напевом. Таким образом, Хань Ли мог только проигнорировать свое желание участвовать в тренировках и ревниво наблюдать издалека. Но изредка, втайне, он брал клинок у учеников. Он танцевал и размахивал лезвием некоторое время, и только так он мог обуздать свое желание. И в самом деле, что хорошего было в напеве, который он использовал? Даже сейчас он не видел, какая от него польза. Другие стремительно прогрессировали посредством культивирования и боевых искусств, но он не менялся. Прогресса не было вообще. Уже после 2 месяцев культивирования в стиле бронированного слона тело Чжантая изменилось, став более жестким, и его сила увеличилась. Но если бы доктор Мо не решил тогда принять Чжантая, он, скорее всего, провалил экзамен на секретного ученика и через 2 месяца просто вернулся домой с деньгами. И если он не может изучать другие боевые искусства,
то он не будет учиться вообще. Хань Ли неудовлетворенно ворчал и пытался убедить себя. Хань Ли едва обращал внимание на дорогу, поскольку он все еще чувствовал тревогу, а мысли были беспорядочны. У него не было настроения замечать все вокруг себя, поэтому, когда он шел, то кое-что пропустил. Внезапно Хань Ли удивленно набрал полный рот воздуха, а выражение его лица стало довольно странным. Лицо его исказилось, а сам он присел на землю, почувствовав сильную боль. Он обеими руками обхватил ногу, чтобы хоть как-то погасить боль. От этой боли Ли почти упал на землю. Его лицо побледнело, а пульсирующая боль распространилась от его ноги по всему телу. Очевидно, что он пнул под листьями какой-то необычно твердый камень. Хань Ли ближе осмотрел ногу и обеими руками обхватил лодыжку. Он снял свою тканевую обувь и подул на ногу. В душе он немного волновался, что рана была тяжелой, потому что нога начала раздуваться, затрудняя движение. Через некоторое время боль в теле Хань Ли исчезла. Медленно подняв голову, он осмотрел глазами землю. Он хотел найти то, что его ранило. Все вокруг было желтое, как и опавшие листья. Он попытался искать в листьях, но так и не смог ничего найти в этой груди грязных листьев. Хань Ли нахмурился и огляделся. Он поднял палку, чтобы помочь себе подняться. Ли медленно встал. Поднявшись, он использовал палку и приложил большие усилия, переворачивая и осматривая листья. Он нашел маленький, размером с кулак, предмет и поднял его палкой. Хань Ли тщательно осмотрел объект, причинивший ему ужасную боль. Им оказалась маленькая бутылка с узким горлышком, покрытая грязью. Было похоже, что она полностью окрасилась в пепельно-серый цвет. Первоначальный цвет нельзя было разглядеть. Первое впечатление Хань Ли об этой бутылке было странным, ведь он думал, что это обычная фарфоровая бутылка, но на самом деле она была нереально тяжелой. Что это за металл? Она была небольшой, но если пнуть, то это вызовет ужасную боль. Эта бутылка должно быть что-то очень редкое. Хань Ли очень заинтересовался этой небольшой бутылкой и быстро забыл о боли в ноге. Используя руки, чтобы очистить бутылку от глины, он заставил проявиться настоящий ее цвет. Это был необычайно красивый зеленый цвет. А на бутылке были тонкие темно-зеленые рисунки листьев. А сама бутылка была плотно запечатана. Что было в этой бутылке? Хань Ли встряхнул ее, но так и не смог определить, что содержалось в этой бутылке. Он попытался одной рукой открутить крышку, но ничего не вышло. Интерес Хань Ли к этой бутылке достиг новых высот. Теперь его мучил вопрос, что бы помогло ему открыть эту бутылку, когда внезапно почувствовал импульс боли, распространившийся от ноги по всему телу. Как он мог забыть? Только коснувшись его ногой, он испытал все виды боли. С такой раной, похоже, ему не удастся навестить Чжантая, а вместо этого лучше вернуться домой и оказать себе помощь. А затем, возможно, обдумать, как он наткнулся на эту бутылку. Думая об этом, Хань Ли спрятал бутылку напротив груди, чтобы никто не мог увидеть ее. Затем развернулся и захромал обратно.